Всем привет! Visiem sveiki! Вы на канале The Mask Chronicles. Меня зовут Ольга, и сегодня мы снова гуляем по Риге. Недавно поймала себя на такой мысли. Когда я иду по улицам и любуюсь архитектурой, взгляд всегда тянется вверх. А там невероятные детали, скульптуры, лица, истории, застывшие в камне. Каждое здание можно долго рассматривать, открывая для себя новые элементы. Кто же создал всю эту красоту? Сегодня я расскажу вам о человеке, который буквально вылепил лицо Риги. Август Фольц – скульптор, чьи работы стали визитной карточкой города. Мы проследим его путь, увидим его шедевры, узнаем, как он работал и как его творчество повлияло на облик Риги. И да, я вас удивлю, Фольца в Риге намного больше, чем кажется. Когда я начала собирать материал, поняла, что информации не так много, да и противоречий хватает, поэтому пришлось идти глубже. В итоге в моих руках оказалась книга Инары Аппины. Самое полное исследование о Фольце, и именно на нее я опиралась при создании этого ролика. Фольца можно смело назвать главным скульптором Риги. Декоративные фасады домов, скульптурные группы на зданиях, оформление банков, театров, музеев, школ, заводов, храмов. Его работы можно увидеть по всему городу. Фольц создавал не просто декор, а произведение искусства. В этом эпизоде мы охватим первые 20 лет жизни скульптора в Риге и увидим самые известные его творения. Ну, начинаем. 1851 год. Маленький город Магдебург, Германия. В многодетной семье сапожника рождается мальчик Август. Казалось бы, его судьба предрешена, но с детства он рисует, лепит, творит. В 14 лет отец отдает его в ученики к скульптору Хапсу. И вот первый судьбоносный поворот. Юноша понимает, это его призвание. Он будет скульптором. В 18 лет он отправляется в Берлин, работает в мастерской скульптора, а осенью 1869 года поступает в Прусскую академию искусств. Здесь Фольц буквально живет скульптурой. Он даже пропускает занятия, чтобы практиковаться у лучших мастеров и совершенствовать свои навыки. Но учебу он так и не заканчивает. В 1871 году Август бросает академию и поступает на работу в одно из самых престижных архитектурных бюро Берлина – Энде und Бекман. Там он встречает архитектора Хермана Энде, который становится для него наставником. Мне везло на хороших, талантливых людей. Когда его величество случай познакомил меня в Берлине с архитектором Энде, жизнь моя резко изменилась, писал Фольц в своем дневнике. В то время Рига бурно развивается как крупнейший транзитный порт Российской империи. В городе появляются большие деньги. Крепостные стены демонтированы, и город начинает застройку на противоположной стороне канала. Узкие извилистые улочки сменяются просторными прямыми бульварами. По их сторонам богатые немецкие семьи строят дома, стараясь превзойти друг друга в великолепии и роскоши. Кто украсит эти дома? Конечно, лучшие мастера из Германии. Так, в 1875 году Фольц оказывается в Риге, и он останется здесь до конца жизни. Это второй поворотный пункт в его судьбе. Компания, в которой он работает, Энде und Бекман, делает проект дома для пфабов, крупных торговцев льном, а Фольц занимается скульптурным оформлением объекта. Грандиозное каменное здание с красивой террасой, окруженное перголой и обширным садом, в то время сильно выделяется на фоне окружающей застройки и служит рекламой для молодого талантливого скульптора, привлекая новых заказчиков. Балюстраду балкона Фольц украшает фигурами львов со щитами в лапах, символом аристократического благородного происхождения хозяев дома. Над парадным входом располагает скульптура двух девушек, обозначая бизнес заказчика. Одна из них держит росток льна и чашу с семенами, а другая – прялку с мотком льна. Именно торговля льном – один из основных источников богатства в те годы. Вспомните многочисленные амбары в старом городе, а также красные амбары на берегу Даугавы. Там чаще всего хранили лен. В нишу фасада помещена статуя Весталки, которая является хранительницей домашнего очага. А со стороны внутреннего двора в нише стоит фигура Флоры, покровительницы растительного мира. На фасаде есть также барельефы с парусным торговым судном и с паровозом.
видами транспорта, которыми перевозил товар хозяин особняка. Кстати, над внутренней отделкой помещений особняка работал художник Вильгельм Тим, который был зятем владельца дома. Он привлекал к работе своего юного племянника, тоже Вильгельма, будущего известного рижского зодчего Бокслафа. Скорее всего, именно здесь Фольц и Бокслаф познакомились и подружились, и в дальнейшем еще не раз сотрудничали. Ссылку на ролик о Бокслафе прикреплю в описании к этому видео. После того, как в 20-х годах 20 века семья Пфаф разорилась, здание выкупили медиамагнаты того времени Беньямины. Но это уже другая история. Сейчас в здании находится отель The Benjamin House, который в данный момент работает по системе self-check-in и очень нравится посетителям, если судить по отзывам. Еще один интересный факт о доме. Он снимался в фильме «Театр» в роли лондонского дома Джулии Ламберт. Работает Фольц блестяще, и хозяева в восторге. Этот дом становится его визитной карточкой. Рига замечает Фольца, и начинается шквал заказов. Дальше дом богатого торговца Фарбахана Вальдемара 7. Здесь он выполняет картуш, это такой медальон с херувимами, барельефы со львами и фигура кариатид. Все, что требовалось для украшения городской виллы успешного рижского предпринимателя второй половины XIX века. Следующий, 1876 год, очень насыщенный на события для Августа Фольца. В начале января он открывает свою мастерскую в Риге на Кришина Вальдемара 31, бывшей Николаевской. Здесь изготавливаются различные элементы для украшения фасадов, парадных и внутренних лестниц и интерьеров. Лепку статуй Фольц выполняет сам, а для подсобных работ берет несколько учеников. Фольц был не только талантливым скульптором, но и обладал незаурядными организаторскими способностями. Осенью Фольц женится на Марии Турм, сестре своего ассистента по берлинской мастерской, и перевозит ее в Ригу. В этом же году он начинает работу над орнаментальным оформлением Рижского кафедрального собора. Вплоть до 1884 года он создает каменные строительные детали, которые стали важным элементом фасада собора, придавая ему величественный облик. Одновременно в подобном византийском стиле Фольц оформляет фасад православной церкви Покрова на Покровском кладбище, но здесь декор значительно скромнее. Следующими зданиями, фасады которых в 80-х годах XIX века Фольц оформляет скульптурами, будут сразу три школы. Первые две расположены друг напротив друга на Кришина Вальдемара 1 и 2. Это городское реальное училище и городская женская гимназия. На первом статуя Гермеса, бога торговли, на постаменте которой видны инициалы автора А и В, и фигура Афины, богини мудрости и покровительницы ремесел и промышленности. На втором две скульптурные группы из женщины, возможно, учителя или воспитателя, и девочки. Третья – это начальная школа на Каупака 8. В центре фасада находится скульптурная группа. Молодая женщина и мальчик с девочкой, выполненные в тяжеловесной манере скульптуры эпохи Возрождения, которая придает серьезности и отображает образовательный статус учреждения. В 1884 году в Верманском парке размещают фигуры львов на постаментах, созданные Фольцем. Скульптуры дополняют мемориальный камень, который посвящен Анне Гертруде Верман, основательнице парка. Мемориал открыли в 1829 году, снесли в 1920-х и восстановили в начале 2000-х. К счастью, львы Фольца, будучи политически нейтральными фигурами, никогда не покидали парк. В этом же году архитектор Фельска перестраивает дом барона Фитингофа, некоронованного короля Лифляндии, XVIII века постройки, и приглашает Фольца сделать скульптурное оформление фасада. Фигуры Гермеса, бога торговли, и Диониса, бога виноделия. 2 годами ранее для соседнего здания нынешнего театра Чехова, в прошлом акционерного общества «Улей», созданного русскими купцами, Август Фольц тоже выполняет весь пластический декор. Раньше вход украшали его атланты, они не сохранились до наших дней, а пчелиные ульи на фасаде видны и сейчас. Обратите внимание. Вклад скульптора в оформление дома черноголовых, одного из символов Риги, неоценим. В
1886 году обновляют фасад, и он создает 4 щита с гербами ганзейских городов – Риги, Бремена, Любека, Гамбурга и аллегорические фигуры Нептуна, бога морей, Цереры, богини плодородия и изобилия, аллегории мира и статую Гермеса, бога торговли. Сейчас на фасаде мы видим восстановленные в 1999 году копии скульптур. В 1887 году проводят масштабную реконструкцию оперного театра после разрушительного пожара 1882 года, и Фольц создает роскошную скульптурную пластику зрительного зала, оформление лож, балконов, потолка. В 1888 году перед зданием Латвийской национальной оперы Фольц создает фонтан «Нимфа», ставший важным символом не только театра, но и всего города. Здесь всегда фотографируются гости Риги. Прекрасная нимфа, изящно подняв руки, держит над головой раковину, из которой по краям стекает вода. У ее ног расположились фигуры 3 маленьких мальчиков, играющих с дельфинами. Сейчас мы видим бронзовую копию, поскольку цинковый оригинал обветшал и пострадал во время Второй мировой войны. В 1987 году его отреставрировала скульптор Мирдза Лукажа. К сожалению, теперь в фонтане утрачена одна часть. Раньше мальчик держал в одной руке рыбу, а в другой удочку. Но удочку неоднократно воровали, поэтому теперь она отсутствует. Что касается легенды о любви к натурщице и фигурах детей, которые якобы посвящены умершим детям самого скульптора, о чем часто рассказывают экскурсоводы, этому я подтверждений не нашла. В эти годы Фольц счастливо жил со своей первой женой, и дети были живы. В 1891 году в мастерской Фольца изготавливают статуи Гермеса и Диониса, практически двойников, но меньшего размера, скульптур на доме Фитингофа в Старой Риге. Они украшают ворота новой виллы пивного магната фон Стрицки на Аристида Брайана 9. К сожалению, состояние скульптур в данный момент оставляет желать лучшего. Как известно, личные связи и инсайдерская информация играют важную роль в продвижении бизнеса, получении заказов. Поэтому в апреле 1890 года Августа Фольц вступает в Рижское общество архитекторов в статусе пассивного члена, что позволяет ему присутствовать на общих собраниях и участвовать в обсуждениях проектов вместе с самыми известными латвийскими дочами, хоть и без права голоса. Он ведет активную общественную жизнь, является членом спортивного общества, общества охотников, общества развития искусства и Рижского яхт-клуба. Связи и влияние Августа Фольца расширяются, количество заказов растет. Фирма скульптора заметно разрастается, в ней работает все больше помощников подмастерьев, мастеров разных профессий и простых рабочих. Первоначальное количество сотрудников точно неизвестно, но примерно в 1890 году в скульптурной компании Фольца работают уже около 40 человек. Конечно, реклама в прессе тоже была важной возможностью информирования общественности, но она была больше актуальна для мелких заказчиков, которым нужны были какие-то украшения интерьера или художественные надгробия. Большинство работ компании имели подпись Августа Фольца, что также можно воспринимать как знак признания всей мастерской. В 1896 году из селезского песчаника Фольц создает новую статую Роланда, заменившую обветшавшую деревянную фигуру. Установленная на постаменте из финского гранита статуя высотой 6 с лишним метров выглядит величественно и украшает Ратушную площадь. Роланд служит символом судебной власти, свободы и независимости средневекового города, а также охраны торговли, что делает его важным городским символом. Согласно традиции, обращенная к ратуше статуя Роланда держит в правой руке поднятый меч правосудия, левая опирается на щит с гербом Риги. Однако статуя, выполненная Фольцем, была повреждена во время Второй мировой войны и демонтирована. Сейчас ее можно увидеть в церкви Святого Петра. В 1970 году ее частично восстановили, а в 2001 году на месте оригинала установили копию, выполненную скульптором Эдвинсом Круммишем. К этому моменту Фольц работает в Риге уже 21 год. У него собственная мастерская, его уважают и ценят в городе, бизнес растет и процветает. Что было дальше, расскажу в следующем эпизоде. Фольц и доходные дома.
Смотрите.